Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Давно не было роликов, друзья, дела, но, естественно, начинаем опять работать и расскажем сегодня о самых ключевых изменениях, которые произошли в ПВУ, в Аксях и в Step Hero. Петруха, здорово. Кирилл, привет, зрители, привет. Да, осенние изменения, много нового, прям во всех проектах какие-то подкрутки, изменения экономики. Давайте будем смотреть, разбираться. И на первом у нас это ПВУ. Все знают, что мы давно в проекте, что у нас есть земля, что мы достаточно нам все нравилось, хорошо, но тут одна ласточка за другой ласточкой, все как бы странные какие-то изменения. Один день одно, второй день второе, третий день третье. То есть у них что-то слишком много. Понятно, что альфа, что ничего не готово, но пока мы что-то теряем веру в проект потихонечку, да. Вот вышла такая статья. То есть они, кто знает, было вот это запущено дерево, все поливали, все получали, классно. Сказали, что вывод Элешек будет тем, у кого будет одна семечка. Все уже настроились, фармить семечку с ивента. Нафармили. И тут выходит от них такая большая статья, где у них два больших анонса, да. Они говорят, что они отделяют вообще PvP игру от фарминга, да. То есть такое ощущение, что у них то ли команда разосралась, и они разделились на два лагеря. Пишут, что им сложно следить за экономикой, так будет две отдельных игры. Обещают полностью скопировать все ваши NFT-шки при переезде, при запуске второй игры, что там будет у вас в одной и в другой игре будут NFT-шки. Это будет у них какая-то отдельная сеть, типа Ронина, да. Но столько, сколько у них багов везде всплывает, постоянные техработы. Что-то, мне кажется, свой блокчейн пилить им еще рановато. Да, тут пока не очень понятная ситуация, от слова совсем, потому что мы изначально заходили в проект, и мы хотели Tower Defense. Определенно, потом они говорят, что они делают разные, как бы это будут разные игры. Соответственно, в ферму мы не хотели заходить, мы хотели зайти в Tower Defense. А ферма изначально, как мы видели, это как старт Аксей, когда мы делаем семечки, они будут нужны для новых игроков и так далее. То есть это была такая экономика, которую мы как бы прочувствовали, мы понимали, что это должно работать. Но разработчики каждый раз что-то меняют, они не могут справиться с ботами, то есть проект очень был выгоден для мультиаккаунтинга, то есть разработчики пытались как-то с этим бороться, в итоге все как-то шло только хуже. И тут они как бы такое ощущение, что они вообще перегорели. Прям от слова Да, вот тут совсем. было объявление, что они сделают курс вывода ЛЕ 150 к 1 ПВО, это еще ладно, терпимо, но плюс каждую неделю будет на 10% повышаться, то есть какая-то градация, ну ладно, окей, еще с этим можно было как-то жить. Но тут буквально через 12 часов, это первая ласточка, да, была, там через сколько вот мы видим, выходит следующий пост, что они тут что-то дальше, они токены продают, ликвидку тоже очень странно добавляют, такой не в курсе. Потом выходит сообщение, что они прям вот посовещались и решили вот прям вот через 2 часа, вот в полночь, да, там или сколько, когда-то вышло в 4 вечера новость, а в полночь они говорят, в 6 вечера, да, 6 часов, что они сделают 500 ильена к ПВУ, и все. И вот эта новость просто сделала краш на рынке. Народ побежал с проекта, мы видим, мы тут накидали 40 тысяч каках, да. Токен падал до чуть ли не до $3, да, или до $2 даже долларов, да, он падал. До 2,5, по-моему, падал, самое максимальное. То есть, ну, понятно, что как бы доверие не внушается, такая тема, особенно когда... Да. Через час 20 они сразу извиняются уже. Ну да, как-то и надо репутацию отмывать, но репутация у них очень сильно запятнана. То есть до этого еще с мировым деревом они сделали вроде как нормально, то есть что как бы собираем семечку, ее можно будет продать, либо LE нормально переводить. Это еще было как бы играбельно. Сейчас система такая, что LE просто так не переведешь за ПУ, потому что 500 к 1 это очень дорого. И, соответственно, теперь только покупать семечки надо. То есть 100 капусты собираем, делаем семечку, из нее получаем NFT. NFT продаем на рынке. То есть, как бы этот еще остается рабочий вариант, но непонятно теперь будет ли спрос вообще, потому что, ну, проект как бы запятнан. Но есть и хорошие новости, да, хоть какие-то хорошие новости. То есть, это единственное, что они собираются переносить NFT, который есть. То есть, как бы, и уже в другой проект рабочий. Но, не знаю, как бы, выглядит это все стрёмно. То есть, это откровенно стрёмно выглядит. Поэтому, что делать, пока не знаю. То есть, мы, естественно,
с проекта не выходим, потому что в проект верим, но как бы все хуже, хуже и хуже, пока дела обстоят у нас. Да, Но ладно, еще вы там, я не знаю, работал бы проект, так они с такой кучей изменений, еще эти сраные очереди на 10 групп, да, хотя странно, что, почему они вообще уже да, взялись. ты не можешь еще вывести, что-то завести, да, то есть такие глобальные изменения, даже если ты хочешь свои LE сейчас конвертнуть, или там полить растения, все, у тебя там лаги, шмаги, вот сейчас меня выскочил, хотел покликать на видео, все, короче, до свидос, вот, я пока страницу не обновляю, чтобы не слетело, может, кто не видел, вот наша мифическая вода у нас выросла, ну, толку сейчас уже от нее нету. То есть, если она буквально неделю назад стоила, там, не знаю, сколько она стоила, под Больше, $3000, да, наверное. ну да. Не, ну тут ситуация, конечно, как бы такая. То есть активы все очень сильно просели, прям нереально просели. И, естественно, как бы ситуация стрёмная. Но посмотрим, не знаю. То есть сейчас любое какое-то опять изменение, и может все поменяться в корне, как вы понимаете. Но проблема в том, что стоит, если так сильно лажать, они лажают очень сильно, то есть проект все меньше и меньше веры, и как бы если сейчас курс не там поднимется, да, люди, которые не вышли по маленькому курсу, могут выйти, соответственно, то же самое. Ситуация непонятно, как будет идти сейчас. Поэтому будем смотреть, будем анализировать и там уже принимать какие-то решения. Пока Да, непонятно, что, кстати, по фарму, да, будет выходить. То есть, потому что да, пока сейчас вот это все падение идет жесткое, то есть потом идет откат, сейчас посмотрим. да, ну, как бы можно сказать, те, кто был в проекте там на минималке, я не уверен, что они, конечно, сильно проиграли. Единственное, что они, если кто-то купил ПВУ по $20, заходил, да, ну, в принципе, за это время они могли уже спокойно и семечку нафармить и продать, и выйти, да, и там, я не знаю, или второе растение купить. То есть основные сейчас пострадавшие это так называемые крупные инвесторы, киты, да, кто там земли себе покупал. Земли вроде в цене не сильно просели, в токене, да, но в долларах это, конечно, очень ощутимо. Или в BNB-шках, если считать. Те, кто зашаживал себе землю, планировал в долгую, там, фармить, как-то отбиваться там за месяц-два, они все сейчас очень, скажем так, оказались побриты, да. Ну, Ну, наверное, то же самое мгм. сказать побриты, поэтому тут Ну да. скрывать смысла нет. Ну, не знаю, будем смотреть, что делать. То есть, Хотел бы показать еще, вот, извини, пожалуйста, что вот этот сайт, пока не забыл, то есть здесь можно задавать ваш номер растения или номер семечки смотреть, по которую вы клеймите, который у вас растет, и она сразу вам покажет картинку вашего будущего растения. Здесь она красиво считает вот наш... нет, не наш. Можно там скопировать мифик, да? А уже ничего не сейчас уже не скопируешь. зайдешь, как всегда. Да, ну, короче, да, там можно, короче, копируешь номер, он тебе высчитывает вот среднюю лев в сутки, да, там Мгм. уже удобно так Уже ходит по миру. показывает. Но сейчас, вот видите, только LE в ПВУ вводить нет смысла, только НФТ и так далее. Ладно, Да, давай, тут наверное, по можно. Аксиам поедем. А, А давай по Step да, Hero. Давай по Step Hero. давай по порядку, да. Следующий у нас Step Hero, буквально как вот час или два свежая информация. Запустили Step Hero стейкинг своих героев. Называют они это Bounty Hunting, да, то есть это охота за наградами, за баунти. Мы вот всех наших буквально вот застейкали, видим. Капает у нас герой, вот клейм, герой говорю, токен Step, да, это вторую валюту они ввели, анонсировали, это что-то типа SLP в аксях, да, то есть внутриигровая валюта, которая будет использоваться для апгрейда нашей рарности, до нашего бридинга какого-то будущего, да, там, я не знаю, как это все будет оформлено. Ну вот мы видим вот это число, это означает, какие количество поинтов у нас именно этот герой в этой охоте получает. Вот видим, комонки по 18, 19, 17, да, разброс примерно идет. То есть там есть эти цифры. Анкомонки где-то, вот они сверху у нас тут 36, 38, 34, да, Там 33, какая-то была 32. 470, надо вот это показать. 470 это вот, да, наша любимая, красивая. Это наш супер рабка, которую нас вытянул Гарик, кто смотрел видос, как мы скрывали сундуки. Да, единственное, лакернуло ему из всех Да. открытий. Ну ладно, повезло, повезло. Мы видим, что она дает почти, ну, где-то около трети всех очков, да, чуть больше Мгм. трети. Суммарно у нас сейчас 0,21%, да, от всех поинтов. Вот тут видим, что в сутки будут выдавать 224 тысячи этих степ токенов. Оно будет делиться на все эти поинты, и каждую свою долю будет вот в любой момент в реальном времени можно клеймануть. А, И, наверное,
Можно было бы посмотреть сейчас курс этого токена, да? Ну, кстати, вот это похожая какая-то система, да, общий пул, как в Драгонаре. То есть там была рарность аккаунтов, здесь немножко здесь такой больше стейкинг сделали. Но на самом М, деле много чего тут придумали в Step Hero. Непонятно, как это все будет работать. Тут и апгрейд именно комонок в анкомонке, как в Драгонаре тоже. Плюс какой-то будет еще брит вроде как. То есть, ну, изменений много, как бы, но пока ничего, в принципе, добавить особо нечего. То есть непонятно, как, насколько это будет все играбельно, какие будут заработки, потому что проект еще только начинается на стадии зарождения, можно сказать. м. Да, вот мы можем посмотреть этот новый токен через DEX Tools. Мы видим, что сейчас ему цена, выходил он вроде с 5 центов, да? Ну, скорее всего, да. Да, сейчас он ему цена 24 цента. Интересно. М, То есть сейчас его все будут фармить. Посмотрим, что поведет, как себя поведет. Пока Ну, ему нет спроса и применения, Но думаю, пока он будет какая-то... падать, очевидно. То есть пока ему спроса нет, куда он да, куда нужен, непонятно. Когда начнется сжигание его, тогда уже, я думаю, цена может быть расти. Поэтому фиг знает. То есть это такое. Прогнозировать тут явно то не будет. Давай, ладно, по аксиам теперь, наверное, завершим. Да, в Аксях буквально тоже, вот видим, 14 часов назад вышло большое обновление. Если кто следит, кто в курсе, то SLP падала, упала до 6 центов, да, за все время. Угу. То есть это был, вот мы видим, пик был 30 центов, где-то в 12 июля, да, вот были 13 июля, и потом все время было падение. Почему это происходило и что за этим стоит, мы сейчас расскажем. Вот они выпустили большую, огромную статью, изменения 22 сентября. То есть они вступят в силу вот буквально через 10 часов, наверное, да? Ну Да. да, примерно 10 часов. Да, то есть кто бридингом занимался и знает, что SLP это вообще единственная валюта, которая полностью в руках игроков, да, можно так сказать, что единственный способ ее получения это только если мы играем, побеждаем на арене, фармим, она, можно сказать, майнится, да, то есть производится игроками. И в то же время она зажигается во время бридинга, то есть когда мы хотим получить новых аксей для новых игроков или для новой меты, мы хотим создаем бридим, нам обязательно нужны эти SLP, и есть рынок спроса предложения, и раньше был брит, первый брит стоил 300 SLP и 2 акси токена, вот. А так как в последнее время акси токен очень сильно вырос, то получилось вся финансовая нагрузка за один брит ложилась на цену акси токена, то есть 2 акси токена стоили 100-160 баксов в последнее время. Угу. И вот эти 600 SLP по 6 центов, да, там по 8 центов, оно все падало, оно было буквально очень маленьким процентом к общей стоимости, и поэтому суммарно вообще было фармилось SLP намного больше, чем сжигалось, да. Почему? Потому что, ну, был новый рост игроков, мы знаем этот параболический рост, пришло большое количество новых фармеров, миллионов, да. Сейчас у них около 2 миллионов активных ежедневных пользователей. И вот они, вот мы видим здесь по графикам, они вот здесь показали графики, что в день около 100 миллионов SLP фармилось, а сжигалось вот даже до 50 не доходило, да, то есть когда-то там в начале сентября еще 50 миллионов сжигалось, а потом перестало. Ну, сейчас И не выгодно так, поэтому как бы люди немножко притормозили, в итоге начали зарабатывать больше, чем сжигалось, и, соответственно, токен падал. И они решили подкорректировать, но подкорректировали не так прям сильно, на самом деле, процентов, наверное, на 30, да, наверное, чуть, может, побольше. да, такое ощущение, как будто бы они первую строчку первого брида вычеркнули, да, вот раньше стоил, второй брид стоил 600, третий Мгм. 900, четвертый 1500, они как бы опустили на одну строчку ниже, можно сказать, да, увеличили седьмой, стоимость седьмого брида в SLP. Ну и сразу рынок, мгновенно, буквально на эту новость отреагировал. Мы вот видим, если мы это откроем однодневку, да, вот. То есть в 4 утра это была новость примерно. И с 6 центов токен сразу на 8,7 центов, 8,7 центов прыгнул, да. И пока вот тут задержался, но изменения еще в силу не вступили, мы понимаем, это пока решение и как бы рынок отреагировал тех, кто в теме, тот, кто в курсе, да, тот, кто играет, тот, кто бридит, они сразу пошли закупать или продавать, я не Покажи знаю, что. маркетплейс там, да, заодно. Да, и сразу на рынке минималка выросла у Аксей моментально. И объемы продаж начали просто расти. Они уже падали до 12 миллионов суточно. Сейчас стало, возвращается 21 миллион. То есть рынок развернулся, можно сказать, тогда от дна Мгм. оттолкнулся.
Посмотрим, удержится ли это в течение там недели, 2-3, да, или опять начнет скатываться опять вниз. Ну, он Это сейчас будет. должен какую-то отметку на ней остановиться, но с 12 миллионов до 21 опять суточные продажи. В итоге по аксиям тут было, насколько я помню, 300, по-моему, 60 тысяч, сейчас стало 30-20, то есть начали скупать, и продажи увеличились где-то в сутки на 20 тысяч аксей. То есть люди понимают, что если брит будет дороже, а он будет дороже, соответственно, акси, минималка должна расти. И поэтому сегодня многие закупались, мы тоже дозакупились сегодня по аксям. И, соответственно, как бы этот момент тоже решили заранее сделать, потому что рынок очень быстро начал расти. Да. Решил проверить Хочу, там. решил посмотреть такой проверенный, не знаю, кто в курсе, есть такая рыба, Нима Бабилония, да. Это такая достаточно хорошая середина, цена-качество. 298 уже. Да, вот, $300, она буквально стоила 0,8, да, недавно в эфирах. Но это, видим, первое, вот пошло 300 и пошло уже, вот опять возвращаются цены 0,1 эфира, да. То есть, кто захотел заходить, возможно, неплохой момент вам входа, пока еще изменения не сильно вступили в силу, цены на бридинге не отразились. Если еще SLP вырастет раза в 2, и все, кто бридеры, появился новый спрос и предложение, да, это все мы знаем, что бридинг отражается через 5 дней на ценах, да, Да. примерно. Так что... Потому что ты запускаешь по текущим ценам, а через 5 дней там идут корректировки, потому что 5 дней идет цикл, соответственно, от этого будет уже изменения основные. Я думаю, на этом закругляться будем. Так, там Да. всякие гемы. Да. Будем закругляться. Немножко у нас технические тут заминки были. Восстанавливаем аппаратуру. Будем чаще писать видосы. Давайте подписывайтесь, пишите комментарии про новые проекты, что нам надо рассмотреть, может, гемы какие-то нашли. Мы постараемся быть почаще на связи. Да, друзья, всем пока-пока.